Оказалось, что он сильнейший экзорцист, который спас девушку, ставшую его женой. 2 года назад в Японии произошла масштабная катастрофа, в которой погибло много людей, в том числе и близкие Рокуро, молодого парня, которого считали одним из сильнейших экзорцистов. Сейчас Рокуро вырос и пытается завязать отношения с разными девушками из своей школы, но они все ему отказывают, считая его уродом и извращенцем. После очередного отказа он убегает от стыда и натыкается на Майю и ее огромные буфера. Року спрашивает Майю, есть ли у него шанс когда-нибудь кого-нибудь трахнуть, но Майю его лучшая подруга и честно отвечает, что у папы из Ватикана больше шансов, чем у него. Тем временем голубоволосая девушка по имени Беньё едет в поезде, когда внезапно свет в вагоне гаснет. Пассажиры не понимают, что происходит, когда в окно влетает стая маленьких демонов, вызывая панику, а Беньё спокойно сидит на месте. Люди снаружи смотрят на поезд, который, кажется, поглотила тьма, но Беньё наконец встает и демонстрирует свои бедра, прежде чем достать один из магических талисманов. Затем она решает использовать его, чтобы открыть портал, и вскоре они переносятся в постапокалиптический мир, который, кажется, захвачен монстрами и полностью разрушен. Все демоны проникают в поезд через окно, а она надевает маску и готовится к бою. Она достает меч и начинает рубить демонов одного за другим, но вдруг один из самых крупных демонов встает перед ней и начинает пожирать мелких демонов, а другие монстры нападают на нее сзади. Она успевает убить большинство демонов, но тут замечает, что большой демон превратился во что-то огромное и страшное. Демон нападает на нее, но она уворачивается и намеренно падает с моста, достает еще один талисман и использует его, чтобы спастись. Но прежде чем она успевает приземлиться, монстр хватает ее и уносит в небо, а ее доспехи начинают разрушаться. Она быстро достает талисман, освобождается от хватки демона, достает еще один талисман и взрывает себя, пронзая демона насквозь и убивая его. Но не успевает она обрадоваться, как теряет сознание от усталости после битвы с таким количеством демонов и падает вниз. Тем временем Року спокойно стоит на мосту, размышляя о своей жизни, как вдруг над ним открывается портал, и оттуда прямо перед ним падает Беньё. В следующую секунду он инстинктивно прыгает с моста и ловит ее, прежде чем они оба падают в воду. Каким-то образом он вытаскивает их обоих из воды и тяжело дышит, а потом замечает Беньё, которая пытается вести себя так, будто ничего не произошло. Она достает листок бумаги и выглядит растерянной, потом подходит к Року и отдает ему листок. Он смотрит на пергамент и понимает, что это плохо нарисованная карта со звездой. Он спрашивает, хочет ли она подойти поближе к звезде, и когда она соглашается, начинает показывать ей дорогу. Он пытается завязать разговор, но Био не отвечает и игнорирует его. Вскоре они оба теряются, и Року покупает ей еды, потому что она проголодалась и заблудилась из-за него. В конце концов, Року очень злится на нее, но ведет ее за собой, когда они замечают двух детей, играющих друг с другом. Внезапно вокруг них сгущается тьма, и они слышат крики, а когда оборачиваются, то видят, что дети исчезли. Био открывает портал, и Року понимает, что она тоже экзорцист. Их затягивает в разрушенный мир. Року открывает глаза и видит, что мир разрушен, а раненый мальчик говорит сестре бежать, потому что к ним приближается монстр. Монстр уже собирался их съесть, но Био вонзила в него 2 меча, подбежала к нему и отрубила ему голову. Року понимает, что она тоже сильный экзорцист, убирает мечи и идет к детям, чтобы убедиться, что они в безопасности. Внезапно из-под земли позади нее вылезает монстр, и вскоре их окружают демоны, называемые Килограмм. Року в ужасе смотрит, как его руки дрожат от страха и гнева из-за того, что произошло 2 года назад. Био, кажется, это не волнует. Она достает несколько талисманов и накладывает на себя бафы, чтобы стать быстрее и сильнее. Когда она надевает талисманы, они начинают светиться, и она снова берет свой меч и использует одну из своих самых сильных атак. Она сражается со всеми демонами вокруг них со скоростью молнии и начинает рубить их одного за другим, не останавливаясь ни на секунду. Пока Року в изумлении наблюдает за ней, не в силах поверить, что женщины могут быть такими сильными и независимыми. Она продолжает рубить врагов, и вскоре все они разлетаются на куски и погибают. Затем она подходит к раненому мальчику, лежащему на земле, и говорит сестре, чтобы та не волновалась. Достает из кармана еще один талисман и надевает его на мальчика, прежде чем произнести исцеляющее заклинание. Мальчик просыпается и благодарит Бению, а Року подходит к ней и хвалит ее за невероятную силу и выносливость. Она спрашивает, какого черта он здесь, и он отвечает, что это она его сюда притащила. Но прежде чем они успевают уйти, земля под ними внезапно начинает дрожать и трескаться. И появляется гигантский австралийский демон-паук, готовый его убить. Бенни велит Року отвезти детей в безопасное место, пока она разбирается с австралийским пауком, и Року немедленно уводит детей. Бенни готовится и прыгает на паука,
но как только она пытается ударить его по голове, ее отбрасывает на землю. Року тут же подбегает к ней, чтобы убедиться, что с ней все в порядке, но она понимает, что им нужно как-то отвлечь демона, если они хотят спасти детей. Она дает Року один из своих талисманов и говорит, чтобы он забрал братьев и сестру и возвращался в реальный мир, пока паук приближается к ним. Он спрашивает, что она собирается делать, и она отвечает, что победит Австралию, несмотря ни на что, потому что Америка всегда номер один. Року говорит ей, что она должна бежать с ним, но она отвечает, что она не такая, как он, потому что она экзорцист, чья работа уничтожать этих тварей. Она спускается к монстру и замахивается мечом, готовясь к атаке, а затем взлетает над землей прямо к его голове. К сожалению, монстр очень толстый и крепкий, поэтому атака не приносит особого результата. Она падает на землю и решает использовать свою особую атаку, нанося удары со всех сторон, пока Року наблюдает сверху, понимая, что она не может продолжать в том же темпе. Ее доспехи начинают разваливаться, когда она снова и снова сталкивается с демоном, а он пытается атаковать ее, и она едва успевает блокировать удары, потому что доспехи полностью разваливаются. Она решает выиграть немного времени и использует невероятно мощную атаку, которая отбрасывает демона к стене, но у нее перехватывает дыхание, и она истекает кровью от полученных ран. Ее выносливость на исходе, как и защитное заклинание, поэтому она пытается найти еще талисманы, но понимает, что использовала все. И тут, когда она уже думает, что все кончено, перед ней появляется Року, что ее очень удивляет, ведь он должен был уйти с детьми. Она говорит ему бежать, но он велит ей заткнуться и посмотреть на силу настоящего мужчины. Он тут же достает талисман и направляется к монстру, вспоминая о катастрофе, которая произошла 2 года назад, когда он не смог никого защитить. Наконец он собирается с духом и использует талисман, который тут же начинает светиться и загорается, прежде чем он направляет его энергию с помощью магии и превращает в огромную красную перчатку. Бино не может поверить, что этот парень экзорцист с такой невероятной силой. Року уверенно встает перед демоном и бросает ему вызов, а затем взлетает в воздух и наносит удар, которым гордился бы даже Майк Тайсон. Этот единственный удар полностью уничтожает демона, а Бино смотрит на это, не веря своим глазам, что этот парень одним ударом победил австралийского паука. Она подходит к нему и говорит, что никогда раньше не видела такой силы, но Року выглядит грустным и отвечает, что это не сила, а проклятие. Она смотрит на него с восхищением, а он опускает глаза и говорит, что она должна забыть о том, что здесь произошло, потому что он не хочет быть таким жалким экзорцистом. Она злится на него и наступает ему на ногу, а затем достает другой талисман и открывает портал обратно в обычный мир. Когда они возвращаются, они стоят на земле и спорят, а Бино говорит, что ей не нужна была его помощь, и она могла бы справиться с демоном сама, потому что она босс. Року не верит, что девушки должны выходить из кухни, и говорит, что она бы проиграла демону, если бы он не вмешался. Он злится и уходит, когда Бино говорит, что они скоро увидятся, а потом Рокки идет по темным переулкам и вдруг понимает, что потерял сумку, когда пытался спасти Бино. Он решает купить ей что-нибудь выпить, чтобы успокоиться, но все деньги тоже пропали из-за еды, которую он купил ей в надежде на что-то большее, и это бесит его еще больше. Позже той же ночью он возвращается в общежитие со своей сумкой и видит, что Бино сидит в комнате, где ее кормят и опекают ее хозяин и его друзья. Он сразу же злится, но его друг говорит, что Бино присоединилась к ним как экзорцист и будет жить здесь вместе с ними. Они оба смотрят друг на друга, и вдруг появляется маленькое огненное существо и прыгает на Рокки, говоря ему, чтобы он убирался. Оно представляется как Кина, фамильяр Бино. Рокки кричит на них, чтобы они убирались, и возвращается в свою комнату, чтобы поспать. На следующее утро Бино будет его, засовывая ему в нос платок и закрывая рот. Он в шоке, что она в его комнате, и спрашивает, какого черта ей нужно так рано утром, а она отвечает, что вчерашняя сила была потрясающей. И она хочет, чтобы он пошел с ней в портал и посмотрел, кто из них сильнее. Рокки сразу отказывается, говоря, что не хочет идти в портал. Она подходит к нему и угрожает отрезать ему яйца, но он все равно отказывается и выгоняет ее из комнаты вместе с Кеной, крича, что вчерашняя победа была случайностью и что он больше никогда не хочет быть экзорцистом. Она стоит в коридоре, когда замечает своего наставника и спрашивает, не появился ли Кегори. Вскоре они вчетвером проходят через портал и видят вдалеке огромного монстра. Старшие тут же дают заднюю, но Бенио, похоже, не в себе. Она бежит прямо к монстру, надевает маску и уклоняется от его атак, доставая талисманы и надевая зачарованную броню. Она подпрыгивает, уклоняясь от атак, и взбирается по руке монстра, пока не добирается до его головы. Затем она достает свои эфирные мечи и уже собирается убить демона, но тот пытается ее ударить. К счастью, она блокирует атаку и отрубает ему руку, а старшие с восхищением
восхищением смотрит на нее. Она начинает рубить демона, но понимает, что он намного слабее австралийского паука, которого Року убил одним ударом. Затем она вспоминает обещание, которое дала своему брату, стать самым сильным экзорцистом, и думает о Року, который стоит перед ней. Она намного слабее, чем он, но все же наносит последний удар и в одиночку уничтожает демона. После этого они возвращаются в обычный мир, где наставник спрашивает, сражался ли Року с демоном у нее на глазах. И она отвечает, что он победил одного из самых сильных демонов, которых она видела. Они садятся в машину и начинают разговаривать. Старший рассказывает, что Року попал в это общежитие 2 года назад после того, как с ним случилось что-то ужасное, и с тех пор он перестал быть экзорцистом. Тем временем Року становится скучно, и он решает принять ванну, но когда Бенья выходит из душа, он открывает дверь. В итоге Бенья гоняется за ним по всему общежитию с мечом в руке, а Року выбегает на улицу и сталкивается с голубоволосым мужчиной, на котором только трусы. Року спрашивает Сквиду, не является ли он каким-то файлом PDF, но их учитель тут же приказывает ему извиниться, утверждая, что этот парень глава всех экзорцистов по имени Арима. Они все заходят внутрь, и Арима взволнованно сообщает, что у него есть замечательная новость. Он приказывает старику собрать всех своих учеников и встретиться с ним у храма. Старик вместе со всеми учениками подходит к храму, и учитель просто отодвигает его, открывая потайную дверь. Как только они спускаются вниз, они попадают в огромную пещеру, где полно экзорцистов, которые тут же окружают Биню и спрашивают, как у нее дела. Тем временем Арима наконец появляется наверху и говорит, чтобы они все внимательно слушали. Он объясняет, что перед ним появился оракул и сообщил, что долгая война между экзорцистами и кигерами подходит к концу благодаря появлению ребенка бога, которого назовут Мейка. По его словам, этот экзорцист станет легендой, обладающей силой, которую они не могут себе представить, и уничтожит всех демонов, и, наконец, принесет мир. Все с нетерпением ждут, когда же объявят этих людей, и вот, наконец, Арима вызывает Бенио на сцену. Все думают, что Бенио легендарный экзорцист, но Арима говорит, что есть еще один человек, и вызывает Року. Он в шоке, но старшие товарищи выталкивают его на сцену. Року говорит Ариме, что он ошибся, но тот игнорирует его и объявляет всем, что Бенио – сильнейший экзорцист во всей Западной Японии, а Року – сильнейший в Восточной Японии. Все потрясены, увидев Року, ведь они никогда не слышали его имени, но Арима успокаивает их и говорит, что скоро оба экзорциста продемонстрируют свои навыки. А затем добавляет, что им нужно сразиться друг с другом в полную силу с намерением убить. Року злится и говорит, что не будет этого делать, но Арима отвечает, что у него нет выбора, а Бенио, похоже, уже готова с кинжалом наготове. Она тут же бросается на него и пытается ударить, но Року быстро уклоняется, говоря, что не хочет иметь ничего общего с экзорцистами. Бенио не обращает внимания и снова бросается на него, размахивая кинжалом, но Року ловко уклоняется и отступает. Он продолжает пятиться, а она преследует его и даже слегка задевает его одежду кинжалом, но Року отказывается вступать в бой и уклоняется, пытаясь снова и снова уйти с дороги. Она говорит ему использовать всю свою силу, но он отказывается, а Бенио сбивает его с ног ударом ноги. Все начинают смеяться над Року, а Арима садится и говорит Бенио, чтобы та старалась еще больше, провоцируя Року и говоря, что его друзья погибли из-за его слабости. Он оскорбляет своих друзей, которые выросли вместе с ним и погибли, называя их никчемными работниками, и это стало последней каплей. Когда Ролу достает талисман и превращает свою руку в пылающую перчатку. Року тут же бросается на Ариму с яростным криком, но Бенио снова атакует его, заставляя отступить. Затем она достает еще один талисман и зачаровывает свой меч, прежде чем напасть, но Року крутой парень, который просто отбивает ее меч, и она отлетает к колоннам. Она падает на колени, а Року идет к Ариме, но она просит его остановиться, утверждая, что победит его и станет самым сильным экзорцистом. Он говорит ей заткнуться, но она продолжает говорить, и это его злит, и он запускает в нее несколько огненных шаров, которые она едва успевает блокировать и отражать своими мечами. Року пользуется этим и бросается на нее, чтобы закончить бой, но Бенио высвобождает всю свою энергию, отталкивая Року. А затем прыгает в смеяться над Року, а Арима садится и говорит Бенио, чтобы та старалась еще больше, провоцируя Року и говоря, что его друзья погибли из-за его слабости. Он оскорбляет своих друзей, которые выросли вместе с ним и погибли, называя их никчемными работниками, и это стало последней каплей. Когда Ролу достает талисман и превращает свою руку в пылающую перчатку. Року тут же бросается на Ариму с яростным криком, но Бенио снова атакует его, заставляя отступить. Затем она достает еще один талисман и зачаровывает свой меч, прежде чем напасть, но Року, крутой парень, который
который просто отбивает ее меч, и она отлетает к колоннам. Она падает на колени, а Року идет к Ариме, но она просит его остановиться, утверждая, что победит его и станет самым сильным экзорцистом. Он говорит ей заткнуться, но она продолжает говорить, и это его злит, и он запускает в нее несколько огненных шаров, которые она едва успевает блокировать и отражать своими мечами. Року пользуется этим и бросается на нее, чтобы закончить бой, но Бенио высвобождает всю свою энергию, отталкивая Року. А затем прыгает в воздух и наносит мощный удар, от которого он падает на землю. Он снова поднимается, но Бенио продолжает атаковать его с молниеносной скоростью, и он даже не видит ее. Року злится и бьет по земле, от чего поднимается облако дыма, но Бенио не дает ему опомниться и снова нападает. На этот раз Року готов и уже собирался ударить ее, но Арима использует магический талисман, чтобы нейтрализовать их магию, и они оба падают на землю. Арима подходит к Бенио и кланяется перед Року, извиняясь за то, что оскорбил его друзей, и говорит, что сделал это только для того, чтобы проверить его силу. Затем он поворачивается к толпе и говорит, что эти два экзорциста – знаменитые близнецы, о которых говорится в пророчестве. По словам Оракула, их ребенок будет известен как Мико, который положит конец Кейгеру и приведет нас к миру. Другими словами, он говорит им, что они должны пожениться и завести ребенка. После вчерашней драки все было очень неловко, и Року даже не смотрит на Бенио. Внезапно в кухню заходят Шин и Ицуки, старшие по званию, и начинают их дразнить. Но Бенио злится и говорит, что никогда не выйдет замуж за того, кто даже не хочет быть экзорцистом, и уходит. Шин и Ицуки говорят Року, что вчера он был крут, когда приходит Рё и говорит, что им нужно пойти на экзорцизм. А Року говорит, что он должен позаботиться о Бенио, потому что она с сегодняшнего дня будет учиться в той же школе. Року идет в школу, садится на свое место и решает, кого выберет Маю, когда учительница объявляет, что к ним присоединится новая ученица, и в класс заходит Бенио. Року злится, понимая, что за этим стоит Арима, а учительница просит ее сесть между Року и Маю. Тем временем трое старших проходят через портал и видят, что их ждет целая толпа кигур. Рё сразу достает свой кинжал и зачаровывает его, а затем они начинают рубить демонов одного за другим, готовясь уничтожить любого кигуру, который приблизится к ним. Тем временем в Академии Маю спрашивает Року, видел ли он Биньё, и отправляет его на поиски. Биньё, в свою очередь, сидит на террасе и наслаждается едой в одиночестве, когда вдруг чувствует присутствие очень сильного киги. Рё говорит Ицуки и Шину, что они должны разобраться с этими демонами сами, потому что он не хочет подвергать опасности Року или Биньё. Биньё, в свою очередь, собирает вещи и собирается уходить, но Року останавливает ее. Она говорит ему, что в городе появился сильный кигура и что старшие могут быть в опасности. Року отказывается идти, но Биньё тут же отправляется на помощь. Внутри портала старшим приходится нелегко, потому что у Цуки и Шина почти не осталось сил, а у Рё едва ли осталось хоть капля энергии, чтобы защитить их. К счастью, Биньё появляется на крыше дома и говорит им отступить, пока она надевает маску и готовится к бою. Она сразу же надевает доспехи и использует оставшийся талисман, чтобы зачаровать свои мечи, прежде чем приготовиться к бою. Старшие поражены ее способностью использовать столько заклинаний одновременно, а Бино приседает и бросается на гигантского демона. Она мгновенно рассекает демона с невероятной скоростью, что шокирует всех. Но Кигер очень силен и отбрасывает ее назад, а сзади появляется другой Кигер. Рио тут же справляется с ним и говорит, что они разберутся с маленькими, пока она будет сражаться с большим. Гигантский Кигер оказывается слишком сильным для нее, и она создает небольшой портал, который повреждает одну из каруселей в парке развлечений. К счастью, мимо проходит Року и сразу же бросается спасать детей, а Бенио использует одну из своих особых атак, чтобы нанести множество быстрых ударов, чтобы оттолкнуть демона. А затем взлетает в небо и использует свою особую технику, чтобы разрубить демона пополам, полностью уничтожив его, пока старшие с восхищением наблюдают за этим. В реальном мире Року забирается на карусель и идет к детям, говоря им, чтобы они держались за него, потому что карусель вот-вот упадет. Один из детей хватает его и спасается, но другой слишком напуган, и карусель начинает терять равновесие. Року вспоминает своих друзей и говорит мальчику, чтобы тот доверился ему и прыгнул, и успевает схватить его за руку прямо перед тем, как карусель падает. После спасения детей он возвращается в общежитие, где его ждут Бинно и старшие. Бинно замечает грязь на одежде Року и спрашивает, что случилось, но Року говорит, что ничего, а потом спрашивает, как прошло изгнание. Бинно отвечает, что все прошло отлично, и они идут внутрь, чтобы хорошенько выспаться. На следующее утро Рио приглашает всех на собрание и говорит, что старшие пойдут сдавать отчеты об изгнании, а потом мы отправимся на несколько экзорцизмов. Он спрашивает, чем собирается заняться Бен,
а она отвечает, что будет чистить свои мечи, а потом готовиться к экзаменам. Року говорит, что просто отдохнут. Рио советует ему больше заниматься. Року это раздражает, и он уходит подышать свежим воздухом. Тем временем Рио и остальные отправляются в город и сдают отчеты, а потом идут к старому дому, где им нужно потренироваться. Он читает об истории этого дома и узнает, что его первые владельцы умерли, а их сын сдал дом в аренду. С тех пор 11 человек пропали без вести, и больше их никто не видел. Рио говорит им разделиться и проверить каждую комнату, но быть очень осторожными. Они заходят внутрь и разделяются, но не чувствуют Кигера. Тем не менее, чтобы убедиться, они очищают каждую комнату. Наконец, они заходят в последнюю комнату и сразу же чувствуют присутствие зла. Они достают оружие и внимательно осматриваются, но внезапно начинают испытывать сильный страх. Их тела замирают и дрожат. Они говорят Рио, что хотят немедленно уйти, но Рио велит им собраться с духом и открывает портал. Они оказываются лицом к лицу с гигантским двухголовым кигером, который тут же нападает на Шина и Ацуки, прижимая их к стене. К тому времени, как они приходят в себя и оглядываются, Рио и монстр уже исчезли. Они быстро возвращаются домой и находят Року, который тоже только что пришел. Они рассказывают, что Рио забрали в портал, и там его ждал какой-то парень. Это очень напугало Року, и он побежал в комнату Бенио, которая разбирала свои талисманы. Он попросил ее о помощи, но Бенио не ответила. Увидев это, он выкрикнул ее имя и тут же упал на пол, склонившись перед ней, умоляя помочь ему вернуть Рио. Бенио понимает серьезность ситуации и говорит Року, что он должен собраться с духом, ведь он экзорцист и не должен никого просить о помощи. Он благодарит ее, и они начинают готовиться, а Рио тем временем бежит по улицам раненый и измученный, прячется в темных переулках и пытается убежать от огромного Кагуры, который преследует его сильнее, чем моя бывшая преследует меня. Он падает от усталости на землю и понимает, что у него больше нет талисманов, чтобы выбраться из этого ада. Вдруг он поднимает голову и видит монстра, который выглядит точно так же, как моя бывшая без макияжа, и монстр отбрасывает его в сторону, как муху. Прежде чем он успевает прийти в себя, монстр снова нападает и бьет его щупальцем по ноге, а затем поднимает в воздух. Рио тут же отрубает щупальца и падает, но монстр снова швыряет его в здание, а затем разносит все вокруг и снова швыряет его. Рио выплевывает кровь, у него почти не осталось сил, он оглядывается и видит, что вокруг него собралась стая маленьких кигеров, которые пытаются его прикончить. Рио понимает, что выхода нет и он все равно умрет. Он снова садится и поднимает свой меч, чтобы попытаться убить хотя бы одного монстра, прежде чем погибнет сам, но его чары рассеиваются и меч становится обычным. Кажется, он смирился со своим поражением, когда Кагура подходит, чтобы прикончить его, но Рио в последний раз использует свою энергию и пронзает глаз монстра своим обмякшим мечом. Монстр не обращает на это внимания и хватает Рио, собираясь его сожрать, но тут откуда ни возьмись появляется Року и вырубает демона одним ударом. Он сразу же проверяет состояние Рио, но видит, что тот в очень плохом состоянии. Это приводит его в ярость, ведь Рио для него как старший брат. Внезапно монстр появляется позади него, но Року быстро наносит удар, а мелкие демоны окружают их. Рио говорит ему уходить, если он хочет выжить, но Року отвечает, что он справится, и вскоре молниеносная атака уничтожает всех демонов в округе. А Беньо использует свою особую атаку, чтобы убить всех мелких демонов разом. Но их победа была недолгой, потому что гигантский Кагера снова поднимается, а вместе с ним и несколько мелких монстров. Року говорит Рио держаться позади, пока он будет разбираться с ними. К сожалению, он не так быстр, как Беньо, и вскоре его окружают, но Беньо снова приходит на помощь и уничтожает всех монстров на своем пути. Затем она поворачивается к самому большому, но Року говорит ей не подходить, потому что этот демон его добыча. Он подпрыгивает в воздух, уворачивается от его атак, а затем наносит невероятно мощный удар прямо в морду демона, мгновенно его уничтожая. Мино быстро расправляется с оставшимися, а Року подбегает к Рио, чтобы проверить, как он. Затем он поднимает его, и они все вместе возвращаются в общежитие, где Шин и Ацуки рады их видеть. Позже в тот же день Бенио возвращается в дом с привидениями и полностью его очищает. Выйдя оттуда, она видит Року, который сидит один. Она спрашивает, что он здесь делает, и он тут же кланяется, благодаря ее за помощь в спасении Рио. Она говорит ему встать, а потом говорит, что он хорошо выглядит, когда сражается, и тут же оскорбляет его, называя глупым и никчемным, и они снова начинают припираться. На следующее утро Року идет в больницу проведать Рио, который лежит там, пока не восстановит силы. Року приносит ему кучу сладостей и закусок, а затем выходит на улицу и думает, есть ли у него все необходимое, чтобы стать экзорцистом. Когда он
возвращается домой, то видит, что все в комнате смотрят на Бенио, которая пишет талисманы своим идеальным почерком. Они начинают дразнить Року за его ужасный почерк, и он решает доказать, что они неправы, но в итоге только выставляет себя на посмешище. Потому что не может написать ни одного работающего талисмана из-за своего ужасного почерка. Они все еще смеялись над ним, когда вдруг старый мастер вбежал в их комнату и закричал, что внутри города заметили огромное количество кигеров. Шин и Ицуки испугались, потому что Рио был их лидером и самым сильным членом команды, но Бенио сказала, что возьмет командование на себя и все организовала. Даже спросила Року, не хочет ли он пойти с ними. Они все сели в фургон, включая Року, который сказал, что просто хочет посмотреть и не будет участвовать в сражении. Шин обернулся и протянул Року талисман, сказав, что Рио сделал его сам и хотел, чтобы он был у Року, если тот когда-нибудь снова попадет в портал. Року с улыбкой взял его, и тут они подъехали к начальной школе. Они ворвались внутрь и увидели испуганного учителя, который сказал, что все дети из его группы внезапно исчезли. Бенио не стала ждать и сразу открыла портал, а потом прыгнула туда вместе с остальными. Детей преследовали кигеры, и они оказались в ловушке, а одного из них схватил демон и собирался сожрать, если бы не Року, который бросился на него и спас ему жизнь. Но он не успел убедиться, что они в безопасности, как другой Кагура схватил ребенка и собирался его уничтожить, а Року беспомощно смотрел на это. Но Бенио вмешалась и уничтожила демона. Затем она использовала свои хакерские навыки и начала уничтожать всех противников на своем пути. Но даже после этого осталось много кигеров, которые ждали возможности сожрать детей. Року говорит Бенио, чтобы тот отошел, и берет горсть камешков, подбрасывает их в воздух и пытается выстрелить ими как пулями, но у него не получается. Потому что он забыл использовать свой талисман. Он достает свой талисман и быстро использует его, затем снова берет камешки и стреляет ими как пулями в кучу кигеров, как настоящий стрелок. Шин и Ицуки собирают детей, убеждаются, что никто не пострадал, и готовятся вернуться через портал, но огромное количество кигеров бежит к ним. Биньо снова использует свой спинбот и начинает их уничтожать, а Року использует свою технику ниндзя, чтобы превратиться в стрелка и расстрелять кучу монстров. Шин и Ацуки достают талисман, чтобы открыть портал, но вдруг из-под земли появляется монстр и отбрасывает Шина, а затем нападает на Ацуки, раня их обоих. Року понимает, что это может быть опасно для детей, и вспоминает своих старых друзей. Ацуки не из тех, кто сдается и снова встает, чтобы своим копьем уничтожить демона перед собой, а Шин наконец-то открывает портал. Дети сразу же бегут через него в безопасное место, и Року облегченно вздыхает, но вдруг сзади появляется кигер и хватает его, пытаясь съесть. К счастью, мощный луч света попадает в монстра и отбрасывает Року, а затем врезается в стену. Из огромного облака дыма появляется рыжеволосый человек, который выглядит очень сильным. Его тут же окружают кигеры, но он просто достает кинжал и с помощью своего талисмана превращает его в пылающий меч, а затем вонзает в землю. Кигеры бросаются на него, но он просто произносит заклинание, которое создает вокруг него огромный огненный ураган, уничтожающий всех кигеров, как только они к нему приближаются. Року и его команда ошеломлены такой мощью, а парень небрежно убирает меч в сумку и подходит к ним. Року тут же бросается на него, но Бения подходит и спрашивает, какого черта он здесь делает. Оказывается, парня зовут Шиман, и он один из 12 хранителей, которые должны быть экзорцистами, владеющими магией, боевыми искусствами, критическим мышлением и тактикой. Шин и Ицуки потрясены, увидев настоящего хранителя во плоти, а Шимон поворачивается к ним и спрашивает, кто такой Суроку. Они направляют его к Року, но он выглядит разочарованным и бьет его кулаком в лицо. Затем он подходит к нему и говорит, что отвлекся во время боя, из-за чего мог погибнуть, а также подверг опасности людей из своей команды. Он поворачивается к Бенни, утверждая, что иметь такого неудачника, как Року, в качестве своей звезды-близнеца, должно быть утомительно, и она отвечает, что это так, потому что он глупый и ленивый. Прежде чем они успевают продолжить разговор, из-под земли появляется гигантский кёр и съедает несколько других демонов, превращаясь в гигантскую гориллу. Он ударяет кулаком по земле, и от этого удара в сторону нашего героя идет волна, но они успевают увернуться, кроме Шина и Ацуки, которые падают на землю без сознания. Року в ужасе и беспокоится за них, он поворачивается к монстру в слепой ярости. Шаман думает, что Року слабак, и пытается сам справиться с кигерой, но Беня останавливает его и говорит, что может пострадать, если встанет на пути у Року. Року подходит к демону и достает свой талисман, прежде чем надеть перчатку. Затем он заряжает его своей магией, и когда кигера пытается ударить его, Року бьет в ответ, блокируя его атаку. Происходит небольшая стычка, но вскоре Року одолевает зверя и одним ударом полностью его уничтожает. Шиман удивляется, увидев, сколько силы у этого, казалось бы, глупого парня, а Року тяжело дышит. Пока это происходило, с крыши здания за всем наблюдала таинственная фигура,
но как только Шиман почувствовал ее присутствие, фигура исчезла. Прежде чем он успевает продолжить расследование, ему звонит Арима и говорит, что он срочно нужен в штабе, и хотя он пытается остаться и продолжить расследование, Арима вызывает его через портал. Року следует за ним, потому что хочет узнать о нем больше, но падает на землю от усталости, потому что потратил слишком много энергии на одну атаку. Внезапно он замечает, что вся команда детей и тренер стоят перед ним и благодарят его за спасение их жизни. Позже тем же вечером они возвращаются в общежитие, чтобы поужинать, а Шин и Ицуки обсуждают, какой Шиман крутой. Року, кажется, завидует его силе и поворачивается к Беня, спрашивая, когда Шиман стал одним из хранителей. Она отвечает, что он стал одним из них 2 года назад, когда ему было 14 лет. Року в изумлении встает, ведь ему сейчас тоже 14, а значит Шимон был сильнее его даже 2 года назад. Это дает ему цель, к которой он будет стремиться, и он начинает улыбаться, думая о том дне, когда он сможет стать сильнее Шимона. На следующее утро Бенё и Року идут в школу, но во время обеденного перерыва Био чувствует присутствие Кигеры поблизости, поэтому она сразу же извиняется и уходит из школы пораньше. Року смотрит ей вслед, но решает не идти за ней, а Маю спрашивает, почему он так ею интересуется. Тем временем Ацуки и Шин сражаются с несколькими Кигерами, особенно с большим, который приближается к ним. К счастью, вовремя появляется Виньо и мгновенно уничтожает демона, говоря, что она совсем разберется. На следующее утро она идет в школу, но ее сразу же останавливает Маю, которая спрашивает, не хочет ли она сесть вместе с ней. Бенё игнорирует ее и уходит, но Маю, кажется, преследует ее и пытается сесть с ней за одну парту на уроке физкультуры и во время обеда. Позже, когда она собиралась уходить, Маю снова останавливает ее и говорит, что хочет с ней подружиться. Маю говорит ей, что она работает в опасной среде и ей не нужны друзья. Маю думает, что она какая-то якудза, но прежде чем она успевает задать еще какие-то вопросы, Беню уходит домой. По дороге Рю догоняет ее и пытается завязать разговор, но на него тут же нападает ее фамильяр, который не хочет, чтобы она общалась с этим идиотом с низким IQ. Биню снова идет домой, и когда они приходят, то узнают, что Рю выписали из больницы, и они устраивают вечеринку с пиццей и всем остальным. Они снова начинают разговаривать, и Рио заявляет, что ему, Шин и Ацуки нужно завтра снова пойти на экзорцизм, и Беню тут же говорит, что тоже пойдет. Все были рады, что все идет хорошо, но тут Рю открывает рот и заявляет, что тоже хотел бы пойти, потому что Рио все еще слаб после последних битв. Все в шоке и молчат, и Рю смущается, поэтому говорит, что ему просто скучно. Рио тут же обнимает его и говорит, что будет рад, если Рю пойдет с ними на экзорцизм завтра. На следующее утро Бенио готовится к тренировке, а трое старших уже одеты. Вдруг Рю кричит и бежит вниз, говоря, что сегодня он проспал и им нужно подождать. Они говорят, что не нужно волноваться, и уходят. Бенио идет на пробежку, вспоминая, что Рио просит позволить Рю заняться этим, потому что хочет посмотреть, насколько он серьезен. Во время пробежки Маю снова догоняет ее и говорит, что она бегает, чтобы сбросить вес, но у Бенио вдруг урчит в животе, и Маю берет ее с собой. Тем временем Року уже вовсю сражается, быстро используя свой талисман, чтобы зарядить энергией камни, а затем стреляет ими в кучу кигеров. Пока Рё расправляется с демоном в кубе, которого поймали остальные. Но не успевают они отпраздновать победу, как из-под земли появляется еще больше кигеров и пытается окружить Року, но он тут же отступает к остальным. Рё снова берет на себя инициативу, и они все вместе пытаются победить. Тем временем Маю ведет Бино в ресторан и заказывает ее любимое блюдо, чтобы подружиться с ней. Но во время разговора вдруг весь ресторан сотрясается, свет гаснет. И Бино чувствует что-то опасное. В портале появляется гигантский кигер, разрушая все на своем пути, и когда Рё пытается атаковать его, демон просто отбрасывает его в сторону, как полудохлую муху. Шин и Ацуки тут же пытаются создать барьер, чтобы поймать монстра, но он с легкостью разрушает талисман и снова нападает на них. Бенио выбегает из ресторана и видит, что реальность разделилась на два мира – реальный и мир портала. Заглянув в ресторан, она видит, что повара окружили кигеры. Она тут же достает талисман и проходит через портал, оставив Маю одну. Тем временем кигеры пытаются напасть на Року, но Рё встает между ними и принимает удар на себя, падая на землю. Року оглядывается и видит, что вся его команда повержена, и это его бесит. Он подходит к Килограммур и достает свой особый талисман, прежде чем использовать магию и надеть огненную перчатку. КГР пытается ударить его, но он легко уворачивается и бьет его по лицу, отчего тот сразу же погибает. С другой стороны, Биньо сражается с Кигером и спасает шеф-повара, а затем решает вернуться через портал. Как только она возвращается в реальный мир, Маю обнимает ее и плачет, говоря, что очень испугалась за нее. Биньо не может справиться с этими эмоциями, но обнимает ее в ответ, наконец-то принимая ее дружбу. Они возвращаются, и Маю говорит Биньо, что она знает о заклинателях,
потому что ее дедушка – старейшина одного из общежитий. Беньё вдруг понимает, что старейшина в их общежитии – дедушка Маю. Маю понимает, что это значит, что она живет с Року, и сразу же бежит обратно в общежитие. Они находят Року и остальных, которые только что вернулись с задания. Но как только Маю видит Року, она набрасывается на него и начинает бить за то, что он не сказал ей, что все это время жил с Беньё. На следующее утро Арима приходит в общежитие в пляжной рубашке и шортах. Он говорит Беньё и Року, что у него есть для них особое испытание, и усаживает их в машину, прежде чем уехать. Року кажется в замешательстве, потому что не понимает, куда, черт возьми, он их везет, ведь они едут в сторону жилых районов. Он велит им заткнуться, потому что они ничего не знают о тренировках. Затем он останавливается перед огромным особняком, паркует машину и заходит внутрь. Он говорит, что раньше это был его загородный дом, где он много раз занимался сексом, и показывает им огромную территорию. Красивый бассейн, тренажерный зал и, наконец, полноценную комнату для тренировок. Беннио кажется впечатлен тренажерным залом, но Року все еще не верит, что все в порядке. Вскоре его подозрения подтверждаются, когда Арима приводит их в специальную комнату с приглушенным светом, занавешенную шторами и с огромной кроватью. Он прыгает на кровати, показывая, чем он занимался в этой комнате, а затем говорит Року, что теперь это их с Бено особняк. И им нужно научиться жить вместе и любить друг друга, чтобы быстро перепихнуться и заделать малыша Мико. Року смущается и пинает Ариму в стену, когда дверь открывается и входит старый хозяин, заявляя, что все уже перевезено. Року спускается вниз и видит, что грузчики уже все разложили. Арима говорит Року, что как глава экзорцистов, он должен убедиться, что пророчество сбудется, и что Року не умрет девственником. После этого он забирает Кину и уходит, сказав, что позвонит им, когда они устроятся. Через некоторое время Року заходит в свою спальню и сразу же начинает волноваться, думая, что наконец-то сможет почувствовать запах девушки, а Бенио в своей комнате просто осматривается. Решает, что кровать стоит не на том месте и передвигает ее. По какой-то причине она не может сдвинуть кровать, и тут комната начинает наклоняться, и они вынуждены прижаться к стене, а перегородка между их комнатами открывается. Внезапно загорается экран, и Арима говорит им, что это будет одно из испытаний, и единственный способ выбраться из этой ситуации – работать вместе. Он также утверждает, что любая магия здесь не действует, поэтому им придется полагаться только на свои физические возможности и сотрудничество, чтобы выбраться отсюда. Когда экран исчезает, Року оглядывается и понимает, что им придется прыгать с одной кровати на другую, чтобы добраться до отвертки, с помощью которой они смогут открыть вентиляционное отверстие и выбраться оттуда. Беньё готовится, но Року просит ее подождать, пока он прыгнет и попытается забраться на первую кровать, но поскальзывается и падает головой в стену. Беньё ухмыляется и элегантно запрыгивает на кровать, а затем протягивает ему руку, чтобы он тоже смог забраться. В итоге он падает на нее и впервые в жизни чувствует запах девушки. Затем Беньё помогает ему подняться и говорит, чтобы он тоже прыгал, чтобы она могла его подсадить. К сожалению, как только Беньё прыгает, Року закрывает глаза и получает коленом по лицу, прямо как моя бывшая, когда она не хотела делать мне бутерброд. Они оба падают и, наконец, поднимаются, чтобы снова встать в очередь, но тут же получают тот же удар. На этот раз Беннио заставляет его сосредоточиться, и они успешно забираются на последнюю кровать. После этого она быстро бросает ему веревку, и он тоже поднимается по ней. Наконец, они добираются до отвертки, чтобы открыть вентиляцию. Для этого им нужно действовать сообща. Року наклоняется, и Беннио забирается ему на спину, а потом он встает, чтобы она смогла дотянуться до отвертки. Она быстро открывает вентиляцию, и они оба забираются в темное пространство и начинают двигаться. Внезапно Року звонит Ацуки и кричит, что на них напали кагуры, и им нужны и Року, и Беннио. Они быстро двигаются по вентиляции с фонариком и, наконец, добираются до экрана, на котором написано, что если они хотят пройти дальше, то должны правильно ответить на вопросы. Иначе им придется начать сначала. Року злится на Ариму, но Беннио говорит ему сосредоточиться на задании. В конце концов, они обдумывают правильный ответ, и Року, наконец, соображает и дает правильный ответ, открывая люк под ними, который ведет к спасению. Мано тут же достает свой талисман, чтобы помочь старшим. Тем временем старшим приходится нелегко против Кагуры Богомола, которая загнала их в угол и уже собиралась прикончить. Но, к счастью, Року успевает вовремя и отбрасывает ее в сторону своей пылающей перчаткой. Кагура приходит в ярость и пытается ударить его, но Беннио вовремя вонзает свои мечи в спину демона. Кигера начинает кататься по земле, пытаясь сбросить ее с себя, и Року быстро взбирается на здание и говорит ей, чтобы она отошла. А сам прыгает на монстра и наносит мощный удар, который отбрасывает его в сторону, а затем монстр разваливается на куски. Все они, кажется, очень рады, когда Року замечает, что у нее пропала одна из резинок для волос. Она тут же начинает
начинает паниковать и говорит, что это подарок ее брата и что она очень важна для нее. Она начинает искать ее в пыли, думая, что потеряла ее во время боя. Но Року хватает ее и отводит обратно в особняк, где он быстро забирается в вентиляционную шахту и достает резинку для волос. Бенья от этого краснеет, как мокрая губка. Позже они вместе ужинают, и Бенья уже собиралась лечь спать, когда Року спрашивает ее о брате. Она садится и рассказывает, что они были близнецами, и она всегда восхищалась им, потому что он был лучше ее во всем. Он подарил ей эти резинки для волос на фестивале, но после того, как их родители развелись, они тоже перестали общаться. Пока однажды она не узнала, что ее брат погиб, защищая своих друзей во время изгнания нечистой силы. Року успокаивает ее и говорит, что у него даже нет родителей, и он стал экзорцистом только потому, что его вырастили с тех пор, как он себя помнит. Это еще больше сближает их, и они ложатся спать, но не в одну кровать. На следующее утро Мэю приходит в особняк, чтобы встретиться с Року, потому что она только что узнала, что он здесь, чтобы заняться сексом и больше ничего. Он быстро проясняет ситуацию, говоря, что не хочет иметь с этим ничего общего и что их заставил глава экзорцистов Арима. Май возвращается к Року и спрашивает, зачем он это делает, и просит его больше не заниматься экзорцизмом. Року отвечает, что он уже стал экзорцистом. Она кричит на него, что не хочет снова видеть его в таком состоянии, потому что это причиняет ей боль больше, чем он может себе представить. Внезапно вмешивается Бенио, говоря, что у Року невероятная сила, и что эта сила помогла спасти несколько человек, включая ее, которая, возможно, умерла бы, если бы не он. Маю настаивает, говоря, что какой в этом смысл, если он сам умрет. Року благодарит ее за то, что она думает о нем, и говорит, что снова стал экзорцистом, когда узнал, что может с ним случиться. Но если он сможет спасти хотя бы одну жизнь, это будет того стоить. Маю начинает плакать и уходит из дома, грустно возвращаясь к себе, вспоминая, как нашла его у реки, плачущего и сжигающего талисманы, потому что он не смог спасти своих друзей. По дороге она вдруг замечает отражение девушки в зеркале, но, обернувшись, никого не видит. Она думает, что у нее галлюцинации, и продолжает идти. Тем временем в особняке Кена приносит обед для Био и вдруг замечает зеленый талисман на удачу, который, как утверждает Року, принадлежит Маю, потому что она носила его с детства. Мами сразу понимает, что это талисман, и говорит Року, что нужно вернуть его Мэю, потому что он скрывал ее магию от Кигера, защищая ее от нападений. Року пугается и сразу же бежит за Мэю. Пока Мэю идет, она вдруг чувствует, что ее снова схватили, оборачивается, но никого не видит, а потом смотрит в зеркало и видит, что ее держит какая-то грязная девушка. Мэю слишком ошеломлена, чтобы что-то сказать, как вдруг девушка жутко улыбается и затаскивает ее в другой мир. Она просыпается в совершенно другом месте, окруженная красной пустошью, и очень пугается. Она оглядывается и видит маленькую девочку, которая смеется как сумасшедшая с красными глазами, а потом превращается в гигантского полуосьминога Кагуру. Он хватает Мэю щупальцами, и это напоминает мне видео с щупальцами, которые я смотрел ночью, а потом прижимает ее к груди, где ее ждут еще несколько килограммов, готовых ее сожрать. Она начинает плакать, надеясь, что кто-нибудь ее спасет, но тут появляется Року и со всей силы бьет монстра в лицо. От удара демон отпускает ее, и Року сразу же подхватывает ее, спрашивая, все ли с ней в порядке. Он говорит, что спасет ее, и она теряет сознание от усталости. Он опускает ее на землю и поворачивается к монстру, готовый преподать ему урок, а тот стоит перед ним, выпрямившись во весь рост. Внезапно появляется Бенио и говорит, что должен помочь Маю, пока она сражается с этим Кигером, но он отказывается, потому что хочет убить его сам. Они начинают атаковать его, Ракун наносит сильные удары, а Бенио пытается разрубить его на куски. Но, к их удивлению, этот Кигер намного сильнее, чем все, с кем они сталкивались раньше. Они не успевают придумать план, как вдруг Кигера пронзают несколько магических ударов, и он погибает за пару секунд прямо у них на глазах. А на его месте появляется сонный парень и говорит, что это должно было быть для них легкой задачей. Он подходит к Маю, чтобы убедиться, что она не умерла, а затем поворачивается к Рокуну и спрашивает, как у него дела, пока тот дрожит на месте. Оказывается, этого парня зовут Сёган, и он тоже один из 12 хранителей. Кроме того, он отец Маю и наставник Ракуна Ирио, он всему их научил. Ракун пытается уговорить его, но Сёган не слушает и начинает его наказывать, а Бенио наблюдает за этим. Затем он хватает Ракуна за руку и говорит, что Арима рассказал ему о его возвращении к экзорцизму и спрашивает, действительно ли он хочет снова стать экзорцистом. Ракун опускает взгляд и говорит, что больше не хочет быть самым сильным и не заботиться о пророчествах, но не может позволить, чтобы люди вокруг него пострадали. Сёган дает ему пощечину, и Року падает на землю, а Сёган говорит, что все, что Року говорит, это идеалистическая чушь, на которую всем плевать. Но Року встает и говорит, что он действительно так думает.
Услышав это, Сёган подходит к нему и вызывает на бой, чтобы узнать, есть ли у Року характер, мужество и навыки. Року, кажется, не против, но Сёган продолжает говорить, что он не будет сдерживаться, так что лучше бы Року тоже напал на него с намерением убить. Начинается бой, и Сёган достает талисман и создает каменные пули, которыми стреляет в Року, который едва уворачивается от каждой атаки. Это очень похоже на атаку Року, но Баня понимает, что магия и сила атаки Сёгана несравнимы. Внезапно Року создает огромную каменную пулю, чтобы раздавить Сёгана, но тот показывает, что размер не имеет значения, и взрывает огромный камень своим маленьким камешком. К удивлению Року, он готов к этому и выскакивает из-под камня, но Сёган использует магию и забирает у Року талисман, а затем хватает его за кулак, потому что перчатка уже исчезла. Он говорит Року, что почувствовал, что Року не хотел причинить ему боль, хотя и сказал об этом, и считает его недостойным талисмана, а затем ломает его и кладет в карман. Року пытается встать, но Сёган пинает его и наступает ногой на грудь, говоря, что он никогда не станет хорошим экзорцистом. Он называет Року слабаком и напоминает ему о том, что произошло 2 года назад, что вызывает интерес у Биньё. Она спрашивает, что случилось. Сёган оборачивается и спрашивает, неужели она не знает, что он натворил во время катастрофы, и она качает головой. Он говорит Биньё, что руки Року в крови, и просит его замолчать. Сёган продолжает, говоря, что 2 года назад в общежитии Хины произошла катастрофа, и по словам очевидцев, из портала появился Кигер и убил всех студентов, которые там жили. Единственный выживший Року. Бино в шоке, ведь ее брат, с которым они тогда разделились, отправился в то общежитие и погиб там от рук Кигера. Стеген говорит, что в тот день из портала не вышел ни один Кигер, и что всех студентов убил их друг Року, который сам потерял контроль над своей силой. Бино не может в это поверить и подходит к Року с болью в глазах, спрашивая, правда ли это. Року опускает голову, не в силах ответить. Сёган продолжает, говоря, что один из его друзей детства по имени Юдо был братом Биньё. Эта информация застает его врасплох, ведь он и не подозревал, что их жизни были так тесно связаны. Биньё стискивает зубы и снова спрашивает его о трагедии, и, наконец, Року признает правду, говоря, что все, что сказал Сёган, правда. Биньё теряет самообладание и выхватывает меч, направляя его на Року, вызывая его на бой. Року не отвечает и просто опускает голову, а Сёган спокойно опускает руки Бино, говоря, что это еще не все. Внезапно раздается звук, и к ним подходит мальчик в плаще, окликая Року, как будто они давно знакомы. Року потрясен, услышав его голос, а Саган смотрит на него и сразу понимает, что это Юдо. Юдо подходит ближе и снимает плащ, открывая свои голубые волосы и повязку на глазу. Бине не может вымолвить ни слова и пытается позвать брата, но у нее не получается произнести ни звука. Стеген говорит Юдо, что ждал, когда тот покажется, прежде чем достать свой талисман, но Юдо просто насмехается над ним и угрожает Мейв, если тот сдвинется с места. Стеген вынужден остановиться, но Року, который был в шоке, приходит в ярость и кричит на Юдо, почему тот до сих пор жив. Юдо просто насмехается над ним, говоря, что раны, которые он получил, полностью зажили, и что он здесь, чтобы возобновить их дружбу. Этого достаточно для Року, который бросается на него в слепой ярости. Но Юдо просто щелкает пальцами, и из земли появляется множество магических веревок, которые полностью связывают Року. Саган удивлен, что Юдо даже не использовал талисман для магии. Он подходит к Року и начинает насмехаться над ним, говоря, что его друзья бесполезны, а Року кричит на него, спрашивая, что он сделал с другими ребятами 2 года назад. Оказывается, что 2 года назад только Року и Юдо были достаточно сильны, чтобы участвовать в миссиях Ксоры и убить Кайгера, а остальные ребята еще учились. Среди них Року был самым сильным, за ним шел Юдо, и все хотели быть такими же, как они. Однажды Юдо собрал большую часть ребят в комнате и пообещал, что если они будут следовать его тренду, они станут такими же сильными, как Року. Все решили, что быть Мэдди слишком сложно, и собрались в комнате, где Юдо готовился к какому-то ритуалу. Он закрыл дверь и начал творить свою черную магию. Тем временем Року вернулся и спросил у 2 девочек, которые были внизу, где остальные. Они сказали, что они в комнате Юдо, и Року не придал этому значения. Он решил пойти за пудингом, но когда попытался открыть дверь, у него ничего не вышло. Он рассказал об этом одной из девочек, и тут вдруг другая девочка, которая была в холле, отлетела в сторону от какой-то таинственной силы. Они сразу же побежали за ней и увидели, что она лежит на полу, не двигаясь. Они обернулись и увидели, что одна из девочек плачет и говорит, что сейчас случится что-то плохое. Она сказала, чтобы он остановил Юдо, пока не
поздно и что она не хочет становиться Кагурой. Вдруг она начала меняться и превратилась в огромного монстра прямо у них на глазах. Не успели они опомниться, как все общежития заполонили Кагуры, которые раньше были ее друзьями. Року и зеленоволосая девочка попытались выбраться наружу, но дверь была заперта, и одна из Кагур схватила девочку сзади и открыла рот, пуская слюни, пока девочка звала на помощь. Но Року был парализован и не мог ничего сделать, пока девушку пожирали прямо у него на глазах. Наблюдая за этим, Року впал в отчаяние, которое вскоре переросло в ярость. Бенио не может поверить в эту историю. Она стоит и не понимает, как человек может превратиться в Кера. Сёган говорит ей, что это называется порча Кера, и об этом знают лишь немногие, кто достаточно смел, чтобы изучать темные искусства. Это одно из самых ужасных преступлений, которые люди совершали ради власти. Уда использовал детей из общежития в качестве подопытных, чтобы выяснить, сколько силы он может получить и как усовершенствовать трансформацию. Другими словами, он говорит ей, что виноват в этой трагедии не Року, а ее брат Юдо. Био отказывается верить в это, утверждая, что ее брат самый добрый человек, которого она когда-либо встречала, и что он никогда бы такого не сделал. Но Юдо сам вмешивается и говорит Био, чтобы она замолчала, потому что ее голос раздражает. Он заявляет, что устал слушать ее праведные речи. Стеген говорит ей, что она должна принять реальность, потому что Юдо всегда обманывал самых близких ему людей, и по своей природе он жестокий и испорченный человек. Био спрашивает, было ли все время, что они провели вместе, ложью. И он добивает ее, говоря, что никогда не любил ее и считал глупой сестрой, которая не могла за ним угнаться, и что она худшее, что с ним случалось. Бенио ошеломлен, а Року настолько взбешен, что начинает рвать магические веревки голыми руками, двигаясь к Юдо и говоря ему, что бы тот ни сделал сейчас, он никогда не простит его за то, что он сделал. Року разрывает последнюю веревку и бросается на Юдо, но внезапно его кулак сам собой превращается в пылающую перчатку, и он бьет Юдо. Юдо уклоняется и отступает, а Саган в шоке видит, что Року сделал это без талисмана. Пыль рассеивается, и Саган понимает, что Року снова потерял контроль над собой, потому что он в ярости, его глаза краснеют, и он нападает на Юдо. Юдо легко останавливает атаку, не обращая на это внимания, и говорит Року, что он овладел этим искусством и полностью контролирует себя, в отличие от него, а затем отбрасывает его к стене. Року снова встает и пытается напасть, но его снова отбрасывает. Року думает, что в третий раз ему повезет, и делает это снова, но его снова отбрасывает. Юдо начинает наслаждаться этой игрой в теннис и снова отбрасывает его, а Року безрассудно нападает на него. Бенио наблюдает за этим издалека, не в силах поверить, что его брат так жестоко пытается причинить боль Року, который потерял себя в гневе из-за погибших детей. Року снова встает и наносит невероятно сильный удар, но внезапно Бенио встает между ними и пытается блокировать удар своим мечом. Року приходит в себя, увидев ее, но не может остановиться и отбрасывает Бенио в контейнер. Он тут же подходит к ней и спрашивает, зачем она это сделала, а она отвечает, что не могла смотреть, как он теряет контроль над собой. Юдо подходит к Року сзади и говорит, что всегда знал, что он силен, и предлагает ему стать его союзником, обещая сделать его еще сильнее. Но Рок отвечает, что скорее умрет, чем будет с ним заодно. Юдо лишь ухмыляется, говорит, что они скоро встретятся, и к тому времени Рок должен стать сильнее, чтобы ему не было скучно, и уходит. Сёган говорит Року, чтобы он не шел за ним, и открывает портал, схватив Маю. Они проходят через портал в реальный мир, и Сёган забирает Маю, а Беньё тут же падает перед ним на колени и умоляет простить ее за боль, которую ее брат причинял ему все эти годы. Рок говорит ей, чтобы она не винила себя, это была и его вина тоже. Он говорит, что жил с Юдо много лет и должен был знать его истинную сущность. По его словам, Мики выследила Юдо 2 года назад, и ничего этого не случилось бы. Он продолжает, говоря, что понял одну вещь. Он избегал сражений, потому что ему больно вспоминать о том, что произошло 2 года назад, но из-за этого он не стал сильнее и остался таким же, как 2 года назад. Он встает и обещает, что станет сильнее и победит Юдо, а Беньё тоже встает и говорит, что хочет стать сильнее вместе с ним, чтобы тоже привлечь брата к ответственности. Прошло несколько дней, и Року стоит перед зеркалом и вспоминает, как они пришли к Сагану и попросили его их тренировать. Но он сказал, что у него нет времени, и ушел, вернув талисман Року. Вдруг в ванную заходит Беньё и говорит, чтобы он убирался, потому что ей нужно воспользоваться туалетом. Позже Року заходит в гостиную и видит красивую женщину средних лет, сидящую на диване в окружении цветов. Беньё тоже спускается и сразу же узнает ее, прежде чем поздороваться. Она говорит, что это Субару, одна из 12 хранителей и ее учитель. Затем появляется еще один странный человек, похожий на кота, по имени Тата,
тоже один из 12 хранителей, но о нем мало что известно. Року вдруг понимает, что если Субару одна из 12 хранителей, то она должно быть очень сильная и просит ее потренировать его, чтобы он тоже стал сильным. Баньё следует его примеру и кланяется, умоляя ее потренировать их, и к его удивлению она соглашается, сказав, что их тренировки начнутся завтра утром. На следующее утро она отправляет их в особое место под предлогом тренировки, которое оказывается бутиком, где им обоим подбирают одежду. Затем она превращает тренировку в свидание и заставляет их проводить время вместе. Им это дается нелегко, и, наконец, устав, Року покупает много еды для Бенио, и она радуется. А потом они садятся у реки, где впервые встретились, и Бенио с аппетитом ест. Они разговаривали о жизни, когда вдруг откуда ни возьмись появился Кайгер, застав их врасплох. Бенио тут же открывает портал, и они оба попадают туда, где их поджидает огромное количество кайгеров. Року достает свой талисман и использует его, чтобы вызвать огненную перчатку, а Бенио использует свои чары и готовится сразиться с любым, кто встанет у нее на пути. Но вдруг она замечает, что у Року проблемы с рукой, он падает на колени от боли, и когда Бенио пытается ему помочь, он теряет контроль и отталкивает ее. Она снова и снова уворачивается, а Року изо всех сил пытается взять себя в руки и говорит Бенио, чтобы она убегала. Но Бенио полна решимости и использует на нем один из своих талисманов спокойствия, что отнимает у нее много сил, но это успокаивает его, и он снова может управлять рукой. Он потрясен, что Бенио смогла это сделать, но ее силы на исходе, и она падает на колени. Они готовятся к битве с кайгерами, и Року бросается вперед, убивая нескольких кайгеров своей волной, но Бенио слишком слаба и снова падает, не в силах защититься. На них нападает толпа кайгеров, но Року тут же бросается на защиту Бенио, крепко обнимает ее, чтобы она не пострадала. Вдруг позади них умирает несколько кайгеров, и они оборачиваются и видят, что всех кайгеров вокруг них уничтожает никто иной, как Субару в своем викторианском платье. Они тут же снова оказываются в окружении, но Субару говорит ему успокоиться, достает свой талисман и пистолет из веера. Она начинает стрелять в нападающих, убивает каждого из них одним выстрелом, а потом достает еще один пистолет и начинает палить из него, как Джеймс Бонд. Року поражен ее силой. Она показывает всем мощь Америки и стреляет во все, что движется. Но волна нападающих не прекращается, и она вынуждена позвать подкрепление, а потом превращается в Рэмбо. Достает дробовик и начинает стрелять во все, что движется, как настоящий псих, а потом достает автомат и устраивает настоящее нацистское побоище. Року замечает, что на Таду тоже напали, но он даже не шелохнулся, и все нападающие вокруг него погибли. Бенио говорит ему, что никто не знает, на что способен Тада, и что он очень сильный и загадочный даже среди 12 хранителей. Она продолжает стрелять и наносит мощный удар, который убивает всех нападающих. Року и Бенио поражены ее выносливостью и магическими способностями. Она даже не вспотела, когда они выбрались из портала. Позже тем же вечером Року и Бенио возвращаются с небольшого свидания и видят, что весь дом отремонтирован и выглядит как дворец. Он в шоке, когда видит, что Субару ведет себя как настоящая мамочка, и у него начинает подниматься давление, а его волшебная палочка становится возбужденной. Бенио замечает это и отталкивает его, называя извращенцем. На следующее утро Року поручили вышивать вместе с Бино, но он не справился и сказал, что Субару просто использует их. Бино говорит ему, что она, должно быть, делает это по какой-то причине, и тут ее осеняет, что она делает это, чтобы повысить концентрацию. Потому что Року снова и снова теряет контроль над правой рукой. Позже он заваривает чай для Субару, которая бездельничает и командует им. Он дает ей чай, но она немного капризничает, прежде чем взять его, а Бино подбегает к ней с чем-то съедобным. Она просит Року сделать ей массаж плеч, но Року уже достаточно, и он кричит на нее, чтобы она перестала издеваться над ними. Потому что он постоянно вспоминает, каким слабым был недавно, и что он снова и снова терял контроль над собой, и Бино каждый раз приходилось его спасать. Субару просто смеется и говорит, что любые тренировки бесполезны, потому что они не могут думать вместе. Она говорит, что как команда они должны легко понимать невербальные сигналы, чтобы быть готовыми к любым обстоятельствам, но они ужасно плохо понимают друг друга. Бино говорит ей, что она прекрасно понимает Року, а Субару просто смеется и предлагает поиграть в прятки. Она говорит, что если они вместе найдут, где она спряталась, она начнет относиться к ним серьезно и будет проводить с ними тренировки, и они сразу соглашаются. Потому что Року думает, что найти такого человека, как она, который пытается спрятаться, особенно в таком огромном платье, должно быть очень легко. Она начинает обратный отсчет, и пока она стоит там, они не могут ее найти, но как только отсчет заканчивается, она просто исчезает.
Они начинают искать ее по всему дому, но не могут найти, потому что она нигде не спряталась. Беньо зовет Року, который подбегает к нему и видит, что она сидит в своей комнате с журналом, который, как он думает, принадлежит его девушке. Беньо злится на него, но потом они находят записку от Субару, в которой говорится, что нужно всегда использовать режим инкогнито и что она вышла на улицу. Он выбегает вслед за Беньо, но через некоторое время останавливается и начинает думать, куда, черт возьми, он вообще бежит. Беньо называет его идиотом, и тут они слышат, как две девушки говорят о красивой женщине в платье. Року сразу же спрашивает, где они ее видели, и они показывают ему на кафе. Они приходят в кафе и видят там новую девушку, но Баньо замечает на чашке след от помады и понимает, что она, должно быть, была здесь. Року спрашивает официантку, куда ушла девушка, и она отвечает, что та пошла в магазин одежды. Они сразу же направляются в ближайший магазин одежды, где владелец магазина говорит им, что они только что ее упустили, потому что она пошла в антикварный магазин. Они бегут в антикварный магазин, где узнают, что она проголодалась и пошла в ресторан, и им приходится идти туда. В ресторане официант спрашивает, не друзья ли они Субару, и начинает болтать с ними, но Року злится и просит его заткнуться. Официант отвечает, что она съела много еды и сказала, что скоро придут ее друзья, которые заплатят. Они выходят из ресторана, и у Року заканчиваются деньги. Року уже собирался прекратить поиски и признать поражение, но Бенио говорит, что они не могут этого сделать. И если они хотят найти Субару, то должны подумать, что бы она сделала на их месте. Бенио считает, что она могла пойти на занятия по фитнесу, потому что хотела похудеть, и Року соглашается с этим. Они оба быстро бегут на занятия по зумбе, где наконец замечают девушку, которая, как им кажется, похожа на Субару, но оказывается, что это Тада в парике. Она дает им записку, в которой говорится, что их гостья была милой, но, к сожалению, ошиблась. Они выходят из здания, и вдруг все вокруг становится красным, и они понимают, что где-то рядом должен быть Кейгер. Бенио тут же открывает портал, и они оба проходят через него, готовясь к битве, но не могут найти монстра. Внезапно на них нападают два огромных химических существа, но они успевают увернуться. Кагура оказывается гигантским осьминогом, который появлялся во многих моих ночных видео. Року не нравится этот уродливый ублюдок, поэтому он сразу же хватает камни и зачаровывает их, прежде чем бросить в монстра. Но мягкое тело отражает все его атаки, не оставляя ни царапины. Биньо тут же выхватывает мечи и пытается использовать свою особую технику танца с клинками, чтобы разрезать чудовище, но атаки не причиняют никакого вреда его толстому телу. Внезапно осьминог выпускает огромное облако дыма, которое окутывает всю территорию и разделяет Биньо и Року. Они пытаются позвать друг друга, но не могут найти дорогу. Осьминог находит брешь и атакует Биньо и Року, но они оба очень быстро уворачиваются от атак, и Року достает свой талисман. Но тут же убирает его, боясь задеть Биньо или потерять контроль над рукой. Биньо тоже сдерживает свои атаки, боясь, что может навредить Року. Прежде чем они успевают что-то придумать, монстр снова нападает на Биньо, и хотя она уворачивается от первого удара, ее задевает второе щупальце, и она отлетает к стене. Року пытается пробраться к ней, но едва успевает увернуться от атаки и снова падает на землю. Биньо поднимается и понимает, что ей не нужно предугадывать движение монстра, а нужно следить за тем, куда движется Року, чтобы они могли синхронизировать свои атаки. Року думает о том же, и наконец они синхронизируются, готовясь к атаке. Осьминог нападает на них обоих, и Року решает атаковать, используя перчатку, чтобы отбить щупальца осьминога. А Биньо предугадывает это и тут же бросается вперед, чтобы уничтожить щупальца. Вскоре они оба бросаются на осьминога и, объединив усилия, пробивают в нем дыру, полностью уничтожая его. Вдруг они слышат, как кто-то хлопает в ладоши, оборачиваются и видят Субару на крыше здания рядом с Тадой. Она поздравляет их с командной работой, говорит, что они сильно улучшились, и что на этот раз Року не просто разозлился, а смог полностью контролировать свою руку. Они радуются победе, а потом поворачиваются к Субару и говорят, что игра еще не закончена, а значит, они победили, потому что нашли ее. Субару вздыхает и исчезает, оставляя их праздновать победу. На следующий день она уходит вместе с Тадой и, уходя, передает записку Биньо, который читает ее, злится. А потом идет в комнату Року и находит еще один журнал о природе, после чего выбрасывает все журналы. Несколько дней проходят без происшествий, Року усердно тренируется, стараясь выкладываться по максимуму. Он понимает, что его сила значительно возросла, когда он использует свой удар, чтобы погасить пламя, и думает о том, что потерял контроль и больше никогда не хочет причинять боль Бенио. Затем он решает попробовать использовать свою дополнительную силу и наносит удары, но следит за тем, чтобы пламя не погасло. Он делает это для каждой оставшейся свечи, а когда заканчивает, думает о том, как победить Юдо. Но понимает, что не сможет победить Юдо, просто сдерживая свою силу и контролируя все. Чтобы победить Юдо, он должен использовать всю свою силу, не сдерживаясь и сохраняя контроль. Он решает, что сейчас нет смысла размышлять над этой проблемой и, закончив дела, возвращается домой.
Там он видит, что из кухни валит дым. Он вбегает и видит, что Бенно готовит что-то в огромной кастрюле, и запах такой, будто она работает на атомной электростанции. Он спрашивает, что она готовит, и она отвечает, что решила приготовить полезный обед из овощей, сардин, тунца, стейков, гороха и других адских вещей. Он говорит, что это дерьмо и что ей не стоит больше готовить. Мина не обращает на него внимания и говорит, что блюдо готово. Року отказывается есть, и она показывает ему стакан черносмородинового сока, который она готовит каждый день, чтобы быть здоровой. Она говорит, что приготовила и для него, но Року все равно не хочет его пить. Бенни показывает ему, как надо пить, и залпом выпивает стакан, как будто это тыквенный сок. Колин Року бета-самец. Року, конечно, не может это так оставить, и тоже залпом выпивает стакан, но сок оказывается таким горьким и противным, что он катается по полу и ругается. Он встает и говорит, что она идиотка и что Гордону Рамзи станет плохо, если она будет готовить. Она злится и спрашивает, умеет ли он готовить, и он, конечно, отвечает, что умеет готовить очень хорошо. Она смотрит на него с ухмылкой и говорит, что если он так уверен в себе, то пусть что-нибудь приготовит. Он принимает вызов и говорит, что отныне они будут готовить по очереди. Она будет готовить обед, а он ужин. Но они обнаруживают, что его стряпня намного лучше, чем у Бенио, которая вообще не хочет готовить. Она соглашается, но предупреждает, что вечером пойдет на подработку, пока Року будет готовить. Она выходит из дома и бежит вдоль реки, думая о домашней еде, и видит, как мама с дочкой возвращаются домой с покупками, чтобы приготовить ужин. Она вспоминает, как ее мама спрашивала папу, что он хочет на ужин, даже когда они сражались с гигантским КГ. Они были одними из сильнейших экзорцистов и всегда работали вместе. Чтобы победить КГ, они просто накладывали свои чары и атаковали КГ, и одним ударом уничтожили его, шокировав всех экзорцистов в округе. А Банию просто похвалили и сказали, что она хочет стать такой же, когда вырастет. Тем временем Року готовит ужин, используя всю кухню и все, что попадается под руку, чтобы приготовить лучшее блюдо, которое она когда-либо пробовала. Он отвлекается и что-то поджигает, но потом все улаживает и заканчивает готовкой одной порции жареного риса с яйцом. А гору посуды бросает в раковину, чтобы ее помыла посудомоечная машина. «Я убиваю женщин». Он оглядывается и понимает, что Био уже давно не выходила на пробежку и начинает волноваться. Тем временем Био приходит в себя, когда Кема говорит, что им, наверное, пора возвращаться домой, потому что уже темнеет. Но Беня, кажется, не в настроении общаться и продолжает бежать в том же направлении. Вдруг они чувствуют, что что-то не так, и она останавливается, а Кена начинает дрожать, когда он говорит, что чувствует присутствие Кагуры совсем рядом с ними, и она очень большая. Не раздумывая, Беня отвечает, что она сейчас же ее уничтожит. Некоторое время спустя Року прибегает с едой, потому что боялся, что она остынет. Он оглядывается в поисках Био, гадая, куда она могла пойти, и вдруг ему приходит в голову мысль, что она могла пойти убивать Кера в одиночку. Так и происходит. Внутри портала стоит Бима с мечами в руках, а Кина, кажется, даже напугана огромными монстрами перед ней. Но она не обращает на них внимания, и как только колоссальный титан пытается схватить ее, она отпрыгивает и решает разобраться с ним одним ударом. Но к ее удивлению Кагура взрывается, и из нее выходит человек, который отбрасывает ее на землю. Он спрашивает, не экзорцистка ли она, и подходит к ней. Она смотрит на него, и он выглядит как странная смесь человека и Кагуры с золотым глазом. Парень спрашивает, знает ли она, где найти экзорцистов-близнецов, и говорит, что у него мало времени. Он говорит, что если она не знает или знает, но не хочет говорить, он ее убьет. Но если она скажет, он, может быть, оставит ее в живых. Он перечисляет варианты и говорит, что досчитает до 10 и будет ждать ответа, а потом убьет ее, что бы она ни сказала. Он начинает считать и сразу же вспоминает, как она была маленькой, когда ее родители были убиты этим монстром, который тогда тоже предложил ей выбор – спасти отца или мать. Она встает на ноги, берет мечи и в гневе выкрикивает его имя, что шокирует монстра по имени Камуи, который спрашивает, откуда она его знает. Она не отвечает и сразу же нападает на него, но он легко уклоняется, а она бежит со всех ног, пытаясь нанести удар, и спрашивает, неужели он не думает о людях, которых убил. Она пытается найти брешь в его защите и спрашивает, помнит ли он пару экзорцистов, которых он убил 6 лет назад. Он отвечает, и это еще больше злит ее. Она снова бросается в атаку. Но к ее ужасу он просто слегка ударяет по мечу, и тот ломается, а затем использует магию, чтобы сломать ей ногу и повалить на землю. Он подходит к ней и говорит, что не помнит, сколько насекомых раздавил, прежде чем нанести ей мощный удар ногой в лицо,
который сломал ее броню и отбросил ее. Он подходит к ней, когда она неподвижно лежит на земле, и спрашивает, неужели она всю жизнь жила с мыслью отомстить ему за убийство ее родителей. Если это так, то это было жалкое проявление ее силы. Он подходит и ставит ее ноги ей на голову, а затем спрашивает, как бы она хотела умереть. Он использует два ее аукциона, говоря, что она может либо умереть, раздавленная, как ее родители, либо он может разбить ей голову о землю. Затем он говорит, что у нее есть 10 секунд на раздумье. Он начинает обратный отсчет, и она вспоминает, как на их похоронах пообещала, что однажды отомстит за них, и начинает плакать от беспомощности и отчаяния, пока кому и считает. Она чувствует себя совершенно бесполезной, потому что не смогла сделать ничего правильно, и кому и уже заканчивает отсчет. Когда внезапно Року наносит мощный удар, который отбрасывает Камуи в сторону. Он отчитывает Бино за то, что она такая безрассудная, и пытается в одиночку справиться с Кайгером, хотя они команда. Он говорит, что даже принес ей ужин, который мог бы остыть. Это действительно трогает ее, и она просит его бежать, потому что он не сможет победить этого монстра. Камуи выбирается из-под обломков и направляется к ним, заявляя, что сейчас же их убьет. Но, к счастью, один из баранов и кигеров нападает на Камуи. И это дает Року время сбежать вместе с Биньо в безопасное место. Он сразу же обрабатывает ее раны и говорит, что им нужно вернуться и доложить обо всем начальству. Но Биньо очень эмоционально и рассказывает Року, как из-за этого придурка погибли ее родители.